Максим Юрьевич, добрый день. Не буду скрывать, я удивлен видеть вас у себя на подкасте, правда. И благодарю, что вы пришли ко мне. Вопрос, чем вы помогаете на специальной военной операции? Вот чтобы люди прям в блокнот себе записали. Перечислением средств, денежных средств. И от меня лично, и от цирка. Созданием спектаклей, которые в прошлый вторник у нас прошел очередной спектакль, наш выходной. Очередной спектакль здесь бесплатный, благотворительный для участников ВСО, для членов их семей, для ребят, которых эвакуировали из Курской области. Это у нас проходит регулярно. Самый главный, наверное, его вопрос. Что вы думаете по поводу специальной военной операции? Вы понимаете, я гражданин России, и я патриот России. И с моей точки зрения здесь было сделано все абсолютно правильно. Я был в зоне специальной военной операции месяц назад. А где вы были? В Крыму. Угу. Я был в Крыму и встречался там с нашими ребятами, которые на ротации находятся. Я передавал им письма, которые написали цирковые дети им. Но смотрите, одно дело вы в Крыму, предположим, вы приехали в Севастополь, а вы будете занесены в базу «Миротворец», предположим, да? Вы давно же в базе «Миротворец». Вы давно в базе «Миротворец». На базу «Миротворец», честно говоря, всем наплевать. Я нахожусь в списках Зеленского, деятелей культуры России, которые против Украины. Вы знаете, я езжу на все фестивали. Я в Монако езжу, я в Париж езжу. Я вот сейчас, мы сейчас с вами говорим, послезавтра я в Италию лечу, в Верону, там фестиваль. Сальери называется. А что там вообще говорят о вас? Вы русский. Они знают, что вы прилетаете из Москвы. Как там вот реагируют на вас? Какие у вас разговоры между собой? То есть там же наверняка к вам подходят и говорят: слушайте, а ваш Путин, да? Наверняка есть такие разговорчики, когда вы приезжаете в Монако, в Италию, в Германию. Я вам скажу, что на улице в Париже говорили. Они услышали русскую речь, говорят: вы из России? Я говорю: да. Они говорят: а вы не можете нам Путина на пару лет дать? Чтобы он это все говно наше здесь разрулил, потому что, говорит, больше не можем здесь жить. Но я знаю, что у вас особая любовь к Макрону, да? К Макрону? Из-за налогов. Макрон Я дурак. же правильно понимаю, что вы Макрон были... дурак, и так считает 80% французов. И я тоже так считаю, потому что, как он видит, как идиот, на самом деле. Мне в свое время, я положил вид на жительство французский при Саркози. Это был проект Саркози, это называлось виза «Компетенс et талант». Компетенция и талант. Он как бы приглашал в страну людей нестандартных профессий, которые могли бы как-то помочь Франции в том числе. Вот и все. Я получил эту карточку. Первый русский был, который я получил. Это та же виза, на самом деле. Никаких прав у меня там нет. А зачем вам вообще нужна вот эта вот двойная жизнь, знаете, и в России, и там вид на жительство? То есть для чего? Вид на жительство только что свободно там себя чувствовать, не быть ограниченным во время пребывания. Там жена моя там достаточно много времени проводит, ей там нравится. Она на пенсии, и что там, что здесь. Ей там комфортно, ей там нравится. Мне там тоже нравится. Я очень люблю Францию. Правда, Франция последние годы, увы, сдала. А потом там хорошо, там море, там климат другой. Ну что, я могу ездить в Сочи, я могу ездить туда. Это цирковой фестиваль, вы понимаете, в чем дело? Чем престижнее, чем выше уровень циркового жюри, профессионального жюри, тем выше уровень фестиваля, тем выше его статус. Тем охотнее туда приедут артисты, потому что им важно показать себя перед теми, кто представляет сегодня мировое цирковое сообщество. Потому что для практически всех нас, которые сидим в жюри, это биржа. Мы смотрим новые цирковые тенденции. Почему мы ездим по всем фестивалям друг к другу? Не потому что где-то засветиться или поучаствовать. Это наша работа. Хорошо, а почему тогда в одностороннем порядке международный цирк в Монте-Карло, да, то, что фестиваль, который был в Монте-Карло, прекратил в одностороннем порядке сотрудничество с российскими артистами, но, тем не менее, вам это не помешало туда все равно полететь. Собственно говоря, у нас тоже много цирковых деятелей в России, да, которые действительно заслуженные и достойные. Нас там нет, а мы сюда приглашаем людей из Австралии. А нам там говорят: вы русские, с вами Бог, мы вас закрываем, все пространство, простите вас меня, больше у нас нет. Простите меня, Запашный меня приглашает на свой фестиваль иностранцев.
И совсем уж государственная компания «Росгосцирк» на фестиваль «Без границ» в Питер приглашает тоже иностранцев. Я вам точно могу сказать, что Запашные не пригласят русофобов 100%, Опять. которые известны в публичном пространстве. Опять вы ярлыки лепите. Урс Пилс русофоб. Что он такого сделал для России? Он написал письмо, что в силу обстоятельств мы не можем принять русских артистов. Нас запретили на мировой арене цирка. Никто нас не запрещал. Я могу вам показать это письмо. А что там написано? Мне интересно. Там написано, вот, хотите, посмотрите. Это письмо, два письма было. Одно Белякову, директору Росгосцирка, второе Гии Радзе. Дорогой мистер Беляков, надеемся, что у вас все хорошо. К сожалению, мир поменялся с февраля 2022 года. Пожалуйста, примите во внимание, что мы не в состоянии пригласить русских артистов и членов команды, как это планировалось, на 45-й фестиваль в январе 2023 года. Запрет. Мы не можем пригласить. Мы не можем пригласить. Мы не можем, они не могут пригласить. А причина-то в чем? Причина в том, что... Февраль 2022. Ну что, все понимают, что причина прекрасна. Все ходим под боком, понимаете, и под правительством. Мы очень виноваты перед теми русскими артистами и русскими друзьями, но ситуация не находится под нашим контролем. Они могут регулировать ситуацию, над ними руководство. Как над всеми руководство. Насколько я знаю, что вы второй год подряд, да, приглашали Жасмин на фестиваль. И мне просто Первый действительно... год это почему-то не вызывало никакого скрежета зубовного. А мне кажется, потому что не углублялись в личность Жасмин. Может ли цирк сам себя обеспечивать без государственных денег? Ну, надо посмотреть. Конечно, может. И очень хорошо может. Ну, правда, это Москва. Это вот как говорят в Одессе, за наш цирк скажу. Но почему нет? Просто нужен хороший менеджмент, нужно, чтобы люди занимались. Ну, может, 30 лет самостоятельно себя окупаем. Про даже ту же самую аренду, про аренду здания, например. Вы понимаете, если мне сейчас или тогда вот нам вчинили бы аренду, мы бы не погибли бы. Нет, было бы гораздо сложнее, и мы просто не смогли бы в полном объеме делать то, что мы делаем сегодня, и финансировать наши собственные желания, наши новые проекты и прочее, прочее. Потому что это основная составляющая. Вот сейчас поставить программу новую, выпустить новую программу, новый сезон открыть, это 60-70 миллионов. Это просто как с куста. А дальше там уже до космоса. Еще нужно за ноги держать режиссера, потому что у него творческие эти... позывы, а он про бюджет не понимает ничего. Да нет. Эдгард Запашный, опять же, написал о том, что просит проверить гражданку Австралии на то, что она могла получать какую-либо информацию в России и, собственно говоря, налаживать некие связи, которые каким-то образом смогут дискредитировать нашу страну. Вы знаете, я никаких официальных запросов, конечно, никуда не посылал, но у меня есть контакты во всех наших силовых ведомствах. И я чисто дружески свои включил связи. Люди, которые обладают информацией на серьезном уровне. То есть люди, которые этим занимаются конкретно. И все мне сказали дружно: против этого человека и к этому человеку у нас вопросов нет никаких. Но, тем не менее, все-таки, если возвращаться к вопросу моему по поводу того, что о чем говорят люди там, они пытаются с вас спросить, то есть, что делает ваша власть, что вы думаете по поводу того, что делают ваши вооруженные силы Российской Федерации? Почему вы на Украине? Да, почему ваши солдаты на Украине? То есть это же те стандартные вопросы, которые задают русским представителям, тем более вам грех не задать такой вопрос. Вы Максим Никулин. Понимаете? Да, и с вас спрос, как они для думают. людей, для обыкновенных, там, для моих соседей по дому, например, тоже в Монако, с которым мы встречаемся там на лестнице, встречаемся на улице. И они не знают, что я Максим Никулин. Они знают, что я русский. Но вы на мероприятиях встречаетесь, Никулин там люди знает. по-любому знают, кто вы. В мероприятиях люди знают. Но люди знают, что происходит в России. И адекватно все это воспринимают. А поверьте мне, пожалуйста, я не хочу сейчас никого специально говорить, что вы там, это все за нас. Ничего, не все за нас, конечно.
Но те, с кем общаюсь я, они практически все за нас или не за нас, но они понимают, что происходит. Они знают историю того, что происходит. Они знают, что война началась не вчера, не позавчера, а гораздо раньше. Есть еще история с вашими артистами. Запашный, да, пишет в своих социальных сетях о том, что вы говорите, что ваши артисты ездят в новые регионы. Но на самом деле они вашими артистами не являются официально. Некие студенты цирковых училищ, да, и он прикладывает некие доказательства. Вот на это вы можете что-то ответить? Что это не ваши артисты? Чего? Что значит мои артисты или не мои артисты? Они едут... Но он говорит, что вы прикрываетесь ими. Сами не едете, а вот якобы ваши артисты ездят в ДНР. И в любом удобном случае, опять, если вам предъявят кто-то там из Монако, вы скажете о том, что официально эти артисты были не в моем цирке. Вот я вам говорю, как есть. Глупости тиражируете, понимаете? Опять это... Никому в голову не придет мне что-то предъявлять. Кто мне в Монако скажет? Мне принцесса скажет. Зачем ты ездил в Донецк, мне скажет Стефания, да? Вызвать могут. Нет. Сейчас время такое, Максим Юрьевич. Абсолютно нет. Там все гораздо спокойнее, чем здесь у нас нагнетают. И не страны против нас, не мир против нас, а те идиоты, которые этими странами правят против нас. Максим Юрьевич, ну вот я вам честно скажу, если вы покажете своим коллегам то, что вы проводите время с нашими солдатами на передовой, и то, что вы ездите постоянно с гуманитарной помощью на новые территории, да, то, поверьте мне, вас также возненавидит весь мир за то, что вы с русским солдатом. Спорим? Я бы поспорил. Я поспорю. На что? Я не знаю. На цирк на Цветной не могу, это история государственная. Нет. На что угодно могу с вами поспорить. Я не пью, но, не знаю, наесть шампанское. Я вас уверяю, что если вы будете помогать русскому солдату, там вы тоже станете нерукопожатным. Где именно? В цирковом мире? Давайте проверим